Практически уже надо, я вам давал цифру, оценку, что где-то надо до 5 миллиардов долларов, ну, до 5 миллиардов евро, будем так говорить, в месяц Украине, чтобы каким-то образом сводить концы с концами, то есть финансировать содержание армии, финансировать и социальную часть бюджета, пенсионеров, многодетные семьи, субсидии и так далее, и так далее. Это уже не говоря о чем-либо другом. То есть практически полностью надо сокращать сегодня расходы почти на высшую школу, потому что вообще нет смысла ее содержать, скажем так, ее надо переводить на частные рельсы. Нет смысла содержать все эти академии, их надо просто распускать, потому что денег на их содержание нет. Остается только в какой-то степени, это только среднее образование. Более того, я так думаю, что надо в основном сосредоточиться на неполном среднем образовании, а окончание школы надо этих выпускников после 9 класса отправлять в ближайшие страны. Словакию, Польшу, Чехию, Болгарию, в конце концов. Надо их туда, детей, отправлять, и там пусть они получают и высшее образование, или идут в соответствующие колледжи или профессиональные училища. Вот это будет более правильно. То есть нет смысла их здесь держать на территории, которая уже разрушена где-то, 20% захвачена территории Украины, а реально где-то плюс к этому уже 30% территории полностью разрушено. То есть до 50% территории Украины уже не функционально. 20 утрачено, а 30 разрушено. Поэтому просто говорить, что дети могут учиться там после 9 класса, это просто издевательство. По сути, денег на оплату этим учителям тоже практически нет, и их сокращают. Субсидии давать, субвенции давать местной власти даже уже на среднюю школу. У центра бюджета нет ресурсов. Поэтому вот надо так делать, я считаю. Следующий вопрос. Есть ли деньги внутри страны для того, чтобы финансирование какое-либо делать? Надо сокращать госчиновников. Они все равно воры, мы с вами видим, вот та волна, которая сейчас поднялась, везде, по сути, во всех органах, и прежде всего, конечно, на центральном, и на местном сидят обыкновенные воры. На уровне областных депутатов, городских депутатов, вот, еще пока народных депутатов, народных тоже немножко, но мало. Вот, на уровне кабинета министров, замминистров, таможенной службы. То есть, по сути, то, что я вам всячески десятилетиями объясняю, в Украине в полном объеме по всей классике жанра построено государство стационарного бандита. И не имеет значения, кто находится на высшем стуле, сидит, кресле в президентском кабинете. Фамилия президента абсолютно не имеет значения. Государство стационарного бандита живет своей жизнью, общаки воровские, которые являются, по сути, филиалами КГБ, они полностью захвачены офицерами КГБ и генеральной структурой КГБистской, которая функционирует в рамках всего бывшего Советского Союза. Они полностью реализуют эти все программы. Поэтому будет один президент, или его фамилия будет другая, и кем он будет, это все не имеет значения. Сама система власти, она ориентирована на реструктуризацию и на то, чтобы постоянно воспроизводить государство стационарного бандита, и на руководящих постах, на всех командных высотах в этом государстве должны быть бандиты, которые должны грабить государственный бюджет, местные бюджеты,
куда деньги стекаются в результате массированного ограбления рядовых граждан Украины. Десятков миллионов. Вот, поэтому, ну, чтобы их не грабить, чтобы не было источника грабежа, надо просто ликвидировать вот эти, как бы, резервуары, где накапливаются деньги. Это министерство, это ведомство, это комитеты. То есть, чем меньше госбюджет, тем меньше возможности украсть. Ну, конечно, когда читаешь эти все фамилии и в Министерстве обороны, и в других министерствах, и в разных городах на уровне областных, городских советов, конечно, но это натуральные мародеры. То есть красть, особенно то, что в Минобороне, красть у украинских воинов, которые защищают Родину, проливают кровь и на полях сражений свою жизнь отдают, свое здоровье, и у них красть, будучи чиновниками, это, конечно, просто... Ну, в принципе, надо было бы этих людей демонстративно, наверное, надо было как-то их, я не знаю, на электрический стул, может, садить. Ну, а как иначе? Как его? Можно перевоспитывать, ну дадут ему довечно, например, или он же все равно откупится потом. Он все равно, он же был не сам такой сам по себе, его же поставило преступное сообщество. Но если Резнякова вы не убрали, так, ну, о чем говорить? Не может же без него там даже назначение советника этого, замминистра обороны, которого сейчас тоже подозрение по продуктам. Ну так он же не мог, там подпись стоит о назначении Резнякова. А если он не может вести кадровые вопросы и прочее, ну так о чем мы можем говорить? Он же может, правильно? Он же очень умный в этом плане. Он же себе не навредит. Ну так тогда что выходит? Что он знал про эту схему, а его продолжает Зеленский, ну, Ермак держать, и так далее, и так далее. Поэтому рыба гниет же с головы, правильно? Она ж не с плавников гниет. Плавники ж тяжелее поддаются загниванию, правда? Или хвост, вот, или жабры. А вот голова, она классно гниет. А голова где находится? В Киеве. Кабинет министров, Резняков, министр обороны, зам премьер-министра. Поэтому тут как бы все понятно. Госсекретарь у него есть, все остальные. Это все, и мы видим с вами, никаких изменений нет. И не будет, потому что как, надо сломать всю систему. Поэтому вот исходя из этого мы видим, что денег нет. То есть денег, которые бы производились в стране, денег, которые можно было бы занимать или на внешних рынках, уже на внутренних практически тоже невозможно будет, поскольку нынешняя глава Нацбанка, этот Пышный, это друг, как я понимаю, выскажу такую версию того же Яценюка, его специально назначил, это, видимо, был приказ Международного валютного фонда, его назначили, там, так сказать, породил, видимо, как-то за него какие-то люди. Вот. Что означает? Он означает, что продаются соответствующим образом, покупаются облигации Минфина от 14 до почти до 20% годовых. Кто их может обслуживать? Ну давайте реально, обслуживать их невозможно. Как можно потом, то есть если заняли 10 миллиардов, там, например, даже на год. Но потом надо на 20% миллиардов гривен отдать. Что такое 20% от 10? Это надо отдать 10 плюс 2. 12 миллиардов надо отдать. Значит, следующее надо опять занять. И опять занять, например, если инфляция приблизительно такая же, около 20%, а она больше, потому что учетная ставка 25% Нацбанка. И при этом все равно большая инфляция. Я вам говорил, что я оцениваю потребительную инфляцию за 2022 год в Украине это минимум 50%. Ну, если в Турции более-менее благополучной
почти под 100% потребительная инфляция. В Аргентине 94% годовых. Ну о чем? Если в Венгрии превышает где-то 25 или сколько процентов инфляции. Вы хотите сказать, нам Нацбанк говорит, что в Украине в условиях войны, потери территории, разгрома городов, всей экономики, потребительная инфляция 26,6%. Ну врать же не надо. Что же вы за лохов этих несчастных украинцев держите? Ну правда они такие и есть, раз это терпят. То есть фактически полная, ну это коллапс. Это по-другому даже нельзя назвать. Это коллапс. На бытовом уровне, чтобы понятнее было, катастрофа финансово-экономическая. Раз катастрофа финансово-экономическая, тогда дальше что следует? Тогда как можно выскочить из этого положения? То есть где? Оружие покупать негде, оно не производится, его надо где-то брать, правильно? Взять его негде. Денег нет, финансов нет, бюджета нет. Что делать? Что делать? Объясните мне. На кого надо надеяться? Только на внешнюю помощь. Оружие и все прочие вещи должны дать, правильно? Оружие и так далее, и так далее. Они могут дать. Нет, вот, например, сейчас пришла информация. Самолеты F-16, во-первых, ну, Байден заявил опять, что не будет давать. А с другой стороны, чтобы подготовить, заявлено там представитель того же Сунака, заявил, что якобы, чтобы F-16 подготовить, надо летчика, 30 пилота, надо 35 месяцев. 35 месяцев это, дорогие мои, 3 года, слышите? То есть как это? То есть, с другой стороны, наши уже летчики говорят, что уже сил нету на этих всех, на этом старье летать, они ничего не могут сделать, поэтому гибнут самые лучшие пилоты, говорит, скоро вообще пилотов не останется в Украине. Но это известно, что подготовить пилотов это не так просто все. Это минимум 5 лет готовят. Вот такая ситуация у нас с этим. То есть западное оружие, пока оно придет, даже те же леопарды, это март-февраль месяц. 2-3 месяца как держаться. Но это еще не все. Это еще не все. Ситуация, где наш самый главный, ну, скажем так, донатор, кредитор и вдохновитель вот этого, так сказать, противостояния войны этой, чтобы Украина выдерживала с геноцидной Московией, Путиным, террористом. Это Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки будут выборы. То есть больше половины срока уже у Байдена прошло. Байден теряет очень быстро физические, психические, интеллектуальные кондиции. Вот сейчас опять пришла информация, что он там что-то перепутал женщин с женщинами. То есть опять неправильно высказался. То есть у него нарастают эти процессы. Ну, ничего как бы особенного нет. Все-таки возраст уже, слава богу, у него. И то, как говорится, дай бог нам всем таким быть, как он. Но, прямо скажем, его кондиции идут по ниспадающей, вот уже почти вертикально. И здесь прям надо говорить, что усиливаются серьезно позиции его главного конкурента и Демпартии, это республиканской партии, лидером которой является, конечно же, Дональд Трамп. Это миллиардер, я так понимаю, что его семья оперирует на сегодняшний день, ну где-то так, ну я выскажу свою точку зрения, я думаю минимум, семья я имею в виду, до 50 миллиардов долларов. Ну давайте, это половина ВВП нынешнего Украины годичного, то, что Трамп оперирует. Но это не все, у него огромнейшие связи в высшем, так сказать, классе, высшем классе американской сверхбуржуазии. Они сделали на него ставку, и они будут делать на него ставку. Вот его последнее высказывание, оно очень жесткое, очень по отношению к Украине, и очень пессимистичное, очень пессимистичное. Он заявил следующее, что считает, что США должны вести переговоры о мире в Украине, а не только оказывать военную поддержку. Трамп добавил, что больше военной
помощи Киеву должна поставлять Европа, потому что этот конфликт затрагивает ее куда больше. Прямая речь. Я думаю, что США следует договариваться о мире между этими двумя странами, Россией и Украиной. Я не думаю, что им следует посылать слишком много, то есть Украине. Они должны вести переговоры о мире. Это Украина, должна вести переговоры о мире. Зеленский конкретно. Другое дело, что Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа, вероятно, делает лишь небольшую часть относительно того, что делаем мы, то есть США. Вряд ли они делают очень небольшую часть. Вот. Он сказал радиоведущему Хью Хьюиту в ответ на вопрос о необходимости поставок Украины в F-16. То есть это он сразу отмел. Никаких самолетов, но он и дальше же говорит, понимаете. Но мы слышали его ранее очень серьезные выступления, и последнее он заявил, что положит конец войне в течение 20, когда будет президентом, 24 часов. И сказал, что он серьезно выступил против передачи Украине танки, заявил, что надо, чтобы администрация американская прекратила войну, потому что она очень опасна. Вот эта позиция лидера мощнейшей партии, которая идет к победе на президентских на сегодняшний день выборах и усилила и фактически контролирует почти весь уже Конгресс США, нижнюю палату и почти верхнюю. Несомнение, еще один человек там откажется, сенатор от Демпартии, выйдет с нее. И по сути там будет уже преобладание республиканцев. То есть в ближайшее время, месяц-два, они республиканцы захватят и высшую палату через выход сенаторов-демократов со своей партии, и станут они независимыми. Вот я вам даю такой прогноз. Более того, я думаю, что этот Байден должен в связи с ухудшением его физических кондиций и прочих, интеллектуального и прочего, то есть, человеку видно, что трудно. Что по семейным обстоятельствам, скорее всего, чтобы не было импичмента у него, особенно в связи с последними раскрытиями, очень нехорошими по отношению опять к его сыну, где выставлены новые видео с его, так сказать, компьютера, где он там выступает, так сказать, в костюме Адама и Евы там со своей какой-то напарницей.